Друзья, всем огромный привет! Всем привет! Мы сегодня с Катей начинаем ремонт печи. Затянется он у нас ненадолго, где-то дня на 2. Я сейчас все убираю здесь вот с краев, возле плиты. Нужно будет убрать плиту. И у нас ближе к весне уже выпало в топке 2 кирпича. И печка начала не дымить, а пахнуть таким каким-то горелым запахом. В общем, вот после того, как у нас выпали 2 кирпича, поэтому мы сейчас все здесь разберем. Нужно будет поставить на место кирпичи и провести небольшой косметический ремонт печки. В том году мы делали капитальный ремонт печи, в этом году здесь нужно будет немножко подмазать. Так что сейчас начинаем работать, точнее я уже начал работать. И у нас вообще по идее сейчас должна идти заготовка иван-чая, но из-за погоды мы не можем начать заготовку, потому что идут дожди. Утром был дождь, потом погода более-менее разгулялась после дождя. Сейчас вот опять все затянуло, будет гроза. И скорее всего она будет сильная. Ветрище очень большой поднялся. Так что будем пока работать дома. Вот это вот все сейчас отковыриваем. Здесь он я ковырнул, целый кусок выпал. Большая дыра получилась. Как мы это потом будем замазывать, непонятно. Придется что-то туда тоже делать. Он гремит, кстати, все, дождь уже пошел. Тут вот хороший кусок. Катя в прошлом году хорошо тут замазала. То, что было старое, все нормально выпало. Здесь вот один вот этот уголок. Ну слушай, хорошая замазка. Угу. Крепко сделала. Если мне еще вот оттуда подтянуть. Тяжеленная, наверное, да? Да, она тяжелая. Ты как на себя хочешь так вытащить? Может, надо какие-то подкладки сделать? У меня все пошло. Еще не хватает. Все тут уже вплетить сейчас нормально. Я сейчас пластик. Она очень тяжелая.
Друзья, сейчас снимаем с необычного ракурса. Я нахожусь, где была плита у печки. И сейчас вкратце вам расскажу про ремонтные работы, которые мы сегодня будем проводить. Значит, нам понадобится 2 кирпича. Я их подогнал, отпилил, сделал по размеру. Первый кирпич я поставил вот сюда, чтобы этот кирпич поддерживал вот эти 2 кирпича. Здесь вы видите, уже на одном пошла трещина, и второй тоже треснул. Они могут провалиться. Я подставил вот сюда. Единственная загвоздка, я думаю, как его сейчас поставить. Либо вот так вот, либо его развернуть, чтобы была тяга лучше. Но мне кажется, вот если поставить так, он будет держать понадежнее эти кирпичи. Ну и тяга, скорее всего, не изменится. Может, чуть-чуть будет похуже. Зато будет стоять надежнее. И также вот второй кирпич. Он будет закрывать вот это вот отверстие, где изначально у нас выпали кирпичи. И всю вот эту вот печку мы разобрали из-за этого. Значит, я его подогнал по размеру, сделал поуже. И нужно будет его посадить на клей, на замазку. И в принципе все. Вот такая работа нам сейчас предстоит. У нас опять поливает дождик. Очень сильный ливень. Кажется, месячная норма осадков за сегодня выпадет. Чтобы раствор лучше прилипал, нужно смочить поверхность кирпича. Так, и аккуратненько нужно сейчас нам поместить кирпич. Так, хорошо. Раствора получилось как раз. Все плотненько встало. Приходится работать рукой, потому что шпателем здесь не подлезешь. Не то место, где можно работать шпателем. Так, ну получается вроде неплохо. Более-менее монолитно. Так, вот как-то так нам его нужно расположить. Сейчас его нужно будет еще зафиксировать. Снизу сюда в щель что-нибудь подложим, чтобы он у нас держался сверху. Кусочек кирпича, который я отпиливал болгаркой. Вот так выглядит конечный результат работы. Все замазали. Мазать, конечно, здесь было очень неудобно. Подлазить. Порой мажешь вообще вслепую. Даже не видишь, что там. Просто знаешь, что там есть какая-то щель, отверстие, и его замазываешь. Также много сделали вот этих вот осколков от кирпичей. Навставляли и их замазали. И нижний кирпич. Все, сейчас будем ставить плиту. Так.
Теперь надо ее подвыровнять немножко. То, что мы вчера замазывали, уже сегодня подсохло. И сейчас белим печь полностью. Все равно за год она где-то желтит, где-то становится грязной, и ее нужно подмазывать.
Мы сегодня, значит, с Катей задумали варить солянку. Давно уже хотели. У нас все время не получалось. Были какие-то обстоятельства. То погода испортится, то дела. Сегодня был хороший солнечный день. По прогнозу погоды дождь не обещали. Мы поставили вариться свинину. Развели костер. Она у нас в казане варится. Подготовили стол. Здесь у нас все продукты. Копченая грудинка. Я партию грудинки закоптил. Это основа солянки.
копченость и вареная свинина. Огурчики там, лимончик. Картошка, морковка. Все по стандарту. И у нас начался дождь. Мелкий заморосил. Мы сейчас сели под яблоню. Здесь хорошо не капает. Все бы ничего, но там с той стороны на нас надвигается огромная черная туча. Темно-синяя. Все небо затянуто. Не гремит. Свинина у нас уже почти сварилась. Ну, еще где-то минут 30-40 ей надо будет повариться. Сейчас вот сидим, думаю, либо мимо пройдет в ту сторону, немножко оно идет, либо все-таки нас накроет сильным ливнем. Там уже ничего не поможет, весь костер потушит. Так что вот сейчас сидим, ждем, когда свинина сварится. Либо будем доваривать дома, либо продолжим здесь, если нас обойдет. Но это, конечно, вряд ли. Солнышко уже затянуло, ничего не видно. Там он сверкает. Вот такая у нас сегодня ясная погода без осадков. Все залило. Но сейчас уже погода прояснилась, выглянуло солнышко, тучи ушли. Но грохотало, не дай боже. Очень страшно. Даже стекла тряслись. Мы все перенесли домой, казан поставили на плиту. Катя сейчас готовит. Это заколдованная солянка у нас. Да. Вообще погода испортилась, наверное, потому что мы начали готовить. Я и говорю, каждый раз запланируешь к вечеру дождик. Помешаем.
Друзья, ну вы все видели сами. Катя сварила вкуснейшую солянку. Аромат стоит на весь дом. У погоды не получилось сорвать наши планы. Сейчас будем садиться за стол. Запах какой. А вкус? Это нужно пробовать. Солянка — это то блюдо для тех, кто очень сильно проголодался, потому что она очень сытная. За основу здесь берется мясо. Мясо в солянку добавляют различное. Это свинина, говядина, курица, вареная, пареная, копченая. И чем больше, тем лучше. Также можно добавлять сало, бекон, колбасы разные. И чем больше, тем лучше. Это очень вкусная такая, ну как суп, похлебка. Да? И при этом очень сытная. Не уступает по насыщению, наверное, вторым блюдам. Да.
Ну что, давайте попробуем эту вкуснятину. Тут от одного аромата уже понятно, что все Я очень попробовала, вкусно. а ты еще нет. Друзья, это очень-очень вкусно. Горяченькая. Значит, прям с пылу, с жару. В меру острая. У нее такой вот насыщенный вкус. Но это даже видно по виду, что она такая жирненькая, вот прям как надо. Катя пережарку делала на сале, на грудинке вот этой, которую мы закоптили. Вообще очень вкусно. Свинины мы целый кусок сварили, вырезки. Как говорится, ешь потей, а работай мерзни. Реально в пот бросает от горячей солянки. Очень Смотри, вкусно. ложку не съешь. Ложку я, может, и не съем, но 2 чашки обязательно солянки съем. Погода так успокоилась, да? Такая тишина. В последнее время у нас вот грозы, они в основном под вечер где-то часов в 5, в 6, в 7, бывает в 8 пройдут. И потом такая тишина уже под вечер. Все, солнышко садится, так тихо. И вечер красивый. Птички последние там уже так поют перед сном. У нас, кстати, я не помню, говорил, нет, у нас возле дома поселился бурундук. Я его только что вот видел, после грозы я ходил в огород за зеленью. Иду, слышу, по кустам что-то зашевелилось. И вот там срезка у нас, получается, напротив первого дома. Я раз в кусты-то смотрю, и он из травы вылазит и по срезке. То вот после того, как гроза сразу же вот кончилась, я сходил. Все, я остановился, вот прям, ну, сколько там, метра 3-4, наверное, до него было. Я на дороге, он на срезке был. Они, бурундуки, любопытные очень. Это мы еще в лесу это выяснили, когда они идешь, они к себе внимание привлекают, то есть они себя ведут так шумно, начинают бегать, скакать, и к человеку проявляют интерес, то есть они подходят. Так сидят, смотрят так. Что-нибудь в рот возьмут, орешек какой-нибудь или Что-нибудь. зернышко, что-нибудь такое. Ягоды вот они любят. Ягодки. И так смотрят. Кстати, я его последний раз видела вот здесь в огороде. Он На елке. у нас и здесь вот по забору бегает, и там вот на срезке сидит, и тут вот мы его видели уже несколько раз, поселился в этом году. А так вот, да, они такие, в отличие от каких-то других диких зверей в лесу, то есть если там, например, та же белка, в основном дикая, которая, она, когда увидит человека, она старается убежать подальше, чтобы не искать с ним встречи, чтобы бурундуки наоборот, они к тебе подходят, начинают там смотреть на тебя, бегать возле тебя, в общем, так вот. А тут, можно сказать, ручной. Надо будет ему сделать какую-то кормушку, туда насыпать, там, орешков тех же, или еще чего-то. Интересно, а где он поселился здесь? Где он живет именно? Где-то у него есть норка, может, Они же как бы норы делают. Мгм. И это звери, которые впадают на зиму в спячку. То есть и белка, она круглый год бегает, то бурундуки зимой спят. Что где-то у нас тут, наверное, будет зимовать в этом году. Даже интересно, откуда он пришел. Неужели с леса откуда-то? Ну, с той стороны, потому что тут речка, ему не перебраться никак. Что тут, что там, это значит с той стороны, вот он, со стороны омута. Со стороны скал. Мгм. Помнишь, там белок видели? Двух.
Ну там ты как раз раздолье ягоды. Сколько ягод там? С тех краев. Нежнее,